Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что следите за шумом. И вот пятница, вечер, поздний. Обещаю, много времени не займу. Хотя как обещаю? Это наша с вами традиция. Мы с вами все пытаемся ужать, но на самом деле происходят эпохальные тектонические вещи. Причем с самими украинцами, причем с всеми, кто погружен, вовлечен в противостояние вокруг нашей войны. Ну и, конечно, геополитические очень интересные расклады сегодня происходят. Мерц заявляет уже, включает вот эту старую волынку сегодня, с румыном у него была общая пресс-конференция, говорит, конечно, там до окончания войны никто никого в Европу не будет брать, все такое, то есть, а вот потом будет восстановление, потом, может быть, немножко позже, в общем, началось, да, как говорится, старая песня, вот как про НАТО, да, двери, конечно, открыты, но брать вас не будем. Уникальный материал в The Times, который раскрывает нам Ялту-2 о том, что Путин, Си Цзиньпин на 80-летии победы во Второй мировой войне, Пекин устраивает торжества, парад, и, собственно, может, там побывает и Трамп, и получается у нас будет в Китае Ялта-2, то есть лидеры трех больших и мощных государств будут решать и делить судьбы мира. Трамп, я думаю, такой возможности не упустит там покрасоваться и прибыть туда, поэтому это очень интересный крючок. И, конечно, ситуация там с бусификацией и с украинцами, что у них в головах, сегодня будем об этом шуметь. Я всех призываю пользоваться возможностью присоединиться к обсуждению в чате трансляции, в комментариях и, конечно же, да, вот написать свои мысли по поводу того или иного, что обсуждается в наших прямых эфирах. Это очень здорово, что вы, несмотря на жару в прямом и переносном смысле этого слова, находите время для того, чтобы пошуметь. А традиционно начнем наш сегодняшний шум, как обычно, с нашей самой любимой игры в города. Значит, это самая любимая моя часть нашего эфира, на которую никогда не жалко времени, потому что это настоящее единение. Это вот по-настоящему здорово, когда мы все вместе объединились. Значит, правила очень просты. Всем большое спасибо, кстати, кто в чате пользуется суперфункциями, если доступно в вашей стране, поддерживайте канал. Конечно, подписывайтесь в клуб зрителей, оттуда будут звучать вопросы. Сегодня чат будем подключать 100%, и, естественно, да, я вам предлагаю, скажем так, самим, так сказать, погрузиться во все происходящее. Для меня это действительно по-настоящему очень здорово, наше общение. Так вот, кто откуда? Афины с вами пишет пользовательница, Бердянск, Шенефельд возле Гамбурга, Харьков, Калининград, Иерусалим, Тамбов, Крыжополь, значит, Афины с вами, спасибо большое, Санкт-Петербург, Краснодар, Иерусалим, Денвер, Красногорск, Сидней, приветствую Сидней. Спасибо большое Стамбулу и, конечно, Николаеву. Накхон-Ат-Часима на проводе. Ё-моё, Таиланд, ничего себе, Накхон-Ат-Часима. Такого еще не было. Облинск шумит, Жердевка, Бровары, Братск, Львив шумить, и це добре, файно, как говорится. Екатеринбург, Казахстан, Братислава, Бровары, было. Киев, Краматорск, Лисичанск на связи, это прекрасно, что на моей малой родины тоже вам привет большой, Лисичанск, если вы оттуда. Значит, спасибо большое. Хмельницкий, Краматорск, Лозанна шумит, Ровно, Прагу, пожалуйста, не забудьте, не забыли, Болгария с нами, конечно, с нами Душанбе, Алмата, Бикини-Ботом. Максим, то, что вы в бикини-ботом, или, может, это ошибка, в бикини-потом, скелета на дворе, дело такое. Максим, завидуем вам тихо, Молдова, Черноморск, Сочи, Комсомольск на Днепре, Одинцово, Саша, привет, Ирпень, большой привет вам тоже, Вадим, Симферополь смотрит, Дрезден на связи, Ялта, город счастья, и тут и не поспоришь. Счастья вам в Ялту, Пушкин, Царское село, прямо оттуда, из Царского села, здорово. Мариуполь, Хмельницкий, Швейцария. Хмельницкий и Швейцария это не потому, что нейтральный статус обрел Хмельницкий и столицу сыров, ножей и банковской системы, нет. Просто люди пользуются сменой настроек YouTube и VPN. Кстати, друзья, если не подписаны, подпишитесь, пожалуйста, это всегда очень и очень, помогает. Спасибо большое. Шелест, а ты информацию не собираешь в игре в города?
В смысле, ну вы же делитесь информацией, мы все ее здесь собираем, мы все, у нас у всех единение. О чем вы? Какую информацию? Или вы тут шпионы, да, шпионы? Слушайте, на самом деле сегодня вот этой истории я бы отдельно уделил время, и мы там уделим. Там сложно, не знаю, будет показывать, не будет YouTube, не будет как бы ругаться. Вообще с нами происходит какая-то жуть со всеми, кто вот погружен в эту войну, украинцами, ну, частично россиянами, просто русскими людьми, да, вот в глобальном срезе. Вот какой-то идет глобальный заскок. У украинцев так отдельно глобальный. Я что-то сегодня вспомнил, как, помните, вот рисовали метки на асфальте, вот это дуристикой вот этой занимались, понимаете, а потом этих людей привязывали к столбу и вот это вот там издевались, видео записывали. Вот как-то вот оно все как-то вот возвращается и переходит из одного в другое. Но об этом позже. Давайте все-таки по порядку и сегодня пошумим достаточно плотненько, ну попробуем, по крайней мере, это сделать. На что бы я хотел обратить внимание сразу и вот прям с самого начала. Я уже сказал, что сегодня вышли ряд таких очень интересных программных публикаций, ну таких важных публикаций. Немножко раньше с утра распространили натовского американского офицера по Европе и Африке, и он там прям четко выписывает конкретные планы о том, как там будут Калининград брать, окружать, бомбить, и, в общем, как готовиться к войне с Российской Федерацией, там линия, форпост по восточной стене, то есть он конкретно, цели, там у него все как бы как у военного по военному. Ну, такой интересный материал. Эта тема продолжилась сегодня в Бильде. Там вышла публикация, что условно через 1,5 года Европа будет готова воевать, внимание, с Россией и Китаем на пару. То есть вот эта угроза уже сейчас, как мы видим, превращается, ну, в некий такой, да, ну, не знаю, такой приобретает ореол вот такой большой угрозы, где там Россия, Китай и, ну, в общем, не сама Россия. Потому что действительно многие говорят, подождите, а как же сама Россия, если, ну, давайте будем откровенны, о какой самой России может идти речь, если там истощена она там войной в Украине и так прям много ресурсов уходит. Аналитики же по этому поводу куча на самом деле. Но нет. И понимаете, тут какая вот незадача происходит. И я считаю, она такая достаточно существенная. Если все так, как говорят, то, ну, простите, пожалуйста, но это же нереально. Вот от слова совсем. А вот с Китаем как бы получается реально. Ну, это такой уже момент, поэтому начать хочу с геополитических таких продолжений, хвостов. Ну и плюс, конечно, вот эта встреча Трампа, Путина и Си Цзиньпина, она тоже у многих вызывает, ну, такой серьезную параллель в том плане, что 50 дней, вот эти срока сакраментальные, которые с начала недели все обсуждают, это вот как раз и припадает на начало сентября. И, мол, как бы 50 дней срок может пройти, а после этого срока все как-то оглянутся назад и не вспомнят, потому что будут новые решения. В общем, сегодня в «Спектактор» вышли, ну, очень интересные, скажем так, материалы. Вот обложка этого материала. Оуэн Мэтьюс написал, собственно, этого 16 числа, и как бы растиражировали, дочитались, перевели. В общем, «Два врага у Украины» называется материал. Это два Владимира. Это Зеленский и, понятное дело, Путин. Примечательно, что Зеленский и Путин, как вот эти два врага, они по-разному сокрушают Украину. Ну, Путин, понятно, военной мощью, в общем-то, стирает города, вот это все там описывается, скажем так, вот 4-й год войны. А Зеленский изнутри своей усиливавшейся диктатурой. Вот причем там они говорили с какими-то непонятными чиновниками, неназванными, ну и названным там беглым подсанкционным с уголовным делом Кириллом Шевченко, бывшим главой НБУ.
И они говорили, что все, как бы диктатура устанавливается. И эта диктатура убивает Украину, и, соответственно, война против России тоже убивает Украину. Материал очень вдумчивый, интересный. И задает нам новый тренд, потому что на уходящей неделе практически 3 материала такого подобного толка о том, что Зеленский превращается в диктатора, уже выходит. Financial Times, ряд других изданий. Но то, как сегодня играют, манипулируют этими материалами, оставляет, ну, это просто классика для разборов. Этого в центре дезинформации не покажут, особенно когда какой-то украинский чиновник дает Вашингтон-Пост какой-то комментарий, что когда-то, а когда-то, это когда? Давайте посчитаем. 2 недели назад, 4 июля, Трамп поговорил с Зеленским и как бы его спрашивает, а ты будешь атаковать Россию, да? Ну, отсюда же пошли, с этого же источника, судя по всему, пошли вот эти, а Петербург, а Москву будешь бить? И вот сейчас опять вот это, а ты будешь атаковать или там наступать? Без наступления не бывает нормальной обороны, якобы сказал Зеленскому Трамп, а тут ему в ответ, ну так дайте нам оружие. Оружие, и все крутится вокруг этого оружия, его действительно очень много. Вообще об отношениях Трампа и Путина тоже много пресса писала, и вот сегодняшний Шпигель, это, конечно, потрясающая обложка, значит, его лучший враг. Путин улыбается и смотрит в оскалившегося Трампа, потому что многие признают, и на этой неделе у меня там аж дважды я с американистами общался, да, там с Наумовым американистом, он тоже не ожидал Трамп, что Путин не будет делать то, что он хочет. Все привыкли, и как все привыкли, и все как бы устаканили это правило, как ведет себя Запад. Запад, нет, на самом деле он борется за свои, там, глобалистский Запад, борется с Трампом, борется там, как бы так, технично, культурно, но в лицо, в глаза, прям вот заглядывает и целует зад прям с причмокиванием. Вот этот папочка на саммите НАТО, это была, конечно, классика. И Трампу так понравилось, говорит, слушайте, папочка, да, это что, здорово прям. И все прям вот это, Трамп, ты там гений, ты молодец, ты наше все. Но Трамп, конечно, раздухарился и реально не понимает, а что случилось? Почему его, как бы Путин абсолютно в другом тоне с ним ведет беседы? Недоволен Путиным Трамп, но не потому, что что-то там делает не так Путин в плане того, что как-то его раздражает или там как-то ему какой-то отпор дает. Нет, все очень мягко, как говорится, с улыбкой. Там жена ваша нравится, говорит, больше многим, чем вы сам, уважаемый Дональд Фредович. Ну, то есть вот портретик подарят от Никаса Сафронова. Ну, вот такие отношения. В общем, можем констатировать, что уже там цветочно-букетный период позади, а дальше наступает суровая реальность, где нужно договариваться. А как договариваться? Если мы берем 2 измерения вот этого всего происходящего, Украина-Россия, да, что сейчас происходит? Зеленский поменял там кровати в правительстве. В общем, теперь Шмыгаль министр обороны. Умеров переходит в Совет национальной безопасности и обороны, СНБО. Бывшего там Литвиненко отправляют послом в Сербию. Умеров теперь почему там? Объясняет Зеленский, потому что нужно активизировать переговорный процесс, говорит Зеленский, и Умеров вроде как глава делегации остается украинской группе в Стамбуле. О том, что нужно как бы активизировать Стамбул, Россия уже там всю неделю трубит. Песков, Захарова выходят и говорят, давайте уже, заставьте Киев идти на переговоры. Но пока Киев заставили только там никуда не девать Умерова, хотя там тоже большая тайна. С одной стороны, бывший министр обороны вроде как метился послом, ну вот туда, на Запад, в США. А с другой стороны, ну, он гражданин США, вроде бы как, утверждает Мосейчук. Правда, там Железняк включил антикриз, говорит, не-не-не, они его не приняли и отвергли не поэтому, что там паспорт американский, а потому что он слишком близок к Ермаку. Ну, мол, такое сближение опасно. Получается, у Ермака все ветви власти в руках. Это вообще, получается, страна Ермака в Украине, ну и в этой стране Ермака президент Зеленский. Потому что Стефанишина, стюардесса, которая летала с Ермаком и в Америку,
Америку и в другие места ровно для того, чтобы самолет арендовать. Ну, или как, дали самолет. Потому что главе офиса не положен вот этот самолет, борт, чтобы он там... И официально главой переговорной группы была вот вице-премьер. Теперешний премьер, вот это Свириденко. Простите, Стефанишина, может, выскочила, это потому что она теперь будет проситься послом в США, посмотрим, примут ее американцы с ее коррупционными скандалами. Ну, в принципе, должны принять. Почему? Потому что, как там сегодня было у меня в эфире, ну, это же классика, да, надо блондинку со светлыми глазами, чье фото у всех сотрудников, ну, было Министерство юстиции, сейчас теперь посольство будет у всех на телефоне, на заставке. Вот, ну, посмотрите на Левит, да, ну, вот там блондинка, вот это все. И вот тут нашли такую же, чуть-чуть похожую, типа типажик, который там нравится в Америке в современной. И вот туда отправляют, будет там хорошо, красиво ходить, да, и пробивать тем самым интересы. Ну, посмотрим, насколько антикоррупционная ветвь, которая тоже сейчас достаточно влияет на внутреннюю украинскую политику, потому что ну, все-таки Шабунина укусили, но тот пытается огрызаться через лобби, через разные те же глобалистские структуры. В общем, посмотрим, там жаба-гадюкинг продолжается этот, но интересно, к чему это все приведет. Так вот в этом всем как бы буйстве украинской политики это один уровень проблемы. Нет не о чем договариваться. То есть третий раунд должен быть сверка ультиматумов. Ну или как не ультиматумов, а меморандумов. Ну там ультиматум раз, ультиматум два. Или там условия 1, условия 2. Условия Украины их нет. Мол, давайте прекращать огонь, а дальше будем разбираться. Условия России там целый комплекс. То есть, если хотите, то там признаете, отступаете из тех областей, которые Россия называет своими. Ну и все, и дальше там живите там с ограниченным. Там даже, по-моему, про армию вычеркнули, по-моему, этот пункт. Ну вот, принимайте капитуляцию, ну там вооружение, ничего вам не подставляют, и, в общем, угрозы вы никакой нам не несете, русский язык возвращаете, церковь тоже. Ну вот так. Да? Или второй вариант, вы не признаете поражение, ничего нет, но вы, скажем так, замораживается все при там ряде условий, там, ну, условно, военные никуда не передвигаются, нет дислокации никакой, оружие не идет, мобилизация заканчивается, там опять-таки там и так далее, дальше уже там какие-то пункты дополнительные. То есть меморандум, есть что обсуждать, есть что вычеркивать, добавлять, корректировать. И с украинской стороны, ну как бы там, ну их сравнивали, я думаю, это как бы нетрудно найти, но Умеров, да, он не принимает никаких решений, потому что же Зеленский четко сказал, мандата нет. Мандат только на обмен телами, обмен военнопленными, вот все. То есть другого мандата нет. Поэтому о чем можно договориться, неважно. Но в чем основная вот эта интрига, почему опять об этом Стамбуле говорят? Потому что этот Стамбул, он обязан продолжаться. Вот как вот хоть там выдохните, хоть там запыхайтесь все, но продолжайте Стамбул. Продолжайте, чтобы Трампу было спокойнее, чтобы замылить ему глаз, который вот так вот размыленный, и он как бы вынужден выходить, отбиваться от глобалистской прессы и говорит, ребята, я не за Украину, никаких томагавков, никаких там вот этих бомб, там каких-то супероружия, еще чего-то, даже там за живой кэш не будет. Речь идет хоть бы о ПВО наскрести. Но вроде как Мерц говорит, нет, там какой-то поехала установка, 17 штук, их негде взять, да, то есть швейцарцам уже сказали, швейцарцы, вы у нас когда там заказывали, 2 года назад, Патриоты, еще подождете, Украине нужнее. Вот прям так и сказали производители. Вместе с этим, конечно, там, да, одна установка миллиард, Европа должна заплатить живыми деньгами, конечно, платите. Европа не хочет. Говорит, не-не-не, мы не хотим. Может быть, Мерц и Стармер как-то вот там придумают что-то, но живыми деньгами платить американцам, чтобы это ехало в Украину, никто не будет. НАТО как прокладка получилось не сработало. Точнее, НАТО бы сработало, там же его папочкой называют. А вот в Европе конкретно из своей кубышечки платить конкретно за оружие, которое там будет уничтожено или будет там работать, или отстреляет свой боекомплект, а потом опять надо пополнять. То есть никто не хочет, все хотят пополнять боекомплект и оружие, которое стреляет, которое сами они, ну, у себя производят. То есть мы, французы, вот вам, пожалуйста, мы, итальянцы, вот вам, пожалуйста. Чехи и те взбеленились. Ой, так обиделись, что сегодня в Чехии приняли опять ну, у нас в Украине уже давно приняли этот медицинский каннабис. Ну, это как бы внутричешское дело, как говорится. Так вот, получается, вот так и получается, лучший враг.
Ну, а Белый дом, конечно, прекрасен. Вот этот Левит, она, конечно, они очень прекрасны. Вот они вот что не опубликуют, то прям хоть к ране прикладывая и прям... Ой, я думаю, что Трамп, когда просыпается и видит такие публикации, то себя Суперменом, то вот, например, вот эту публикацию, это же нечто. Это же нечто. 179-й день, вы живете в золотом веке, я там засыплю вас деньгами, представляете? И они это публикуют, и все так верят, да, прям смотрите, деньгами сейчас, деньгами засыпят. А что Зеленский? Зеленский, ну, в общем, два уровня противостояний. Нельзя найти на этом уровне Россия и Украина, но можно попробовать перейти на уровень выше. Да? А на уровне выше тоже такое же противостояние Трамп-Путин. И вот встреча на троих, как раз-таки, которую анонсировала сегодня «Таймс», можно, ну, как бы на нее надеяться, уповать, что она что-то изменит. Но что-то изменит после чего? После еще полуторамесячной борьбы, серьезной и тяжелой на фронте. Это, в принципе, понимает Зеленский и хорохорится. Значит, что у нас Зеленский? Он поменял Кабмин. Ну, это уже как бы не шибко большая новость, и это перестановка кроватей. Там интересно только в одном эпизоде, мы о нем поговорим позже. И то не о самих действующих лицах. Интересно другое. Значит, ну, он тут там со всеми общается, с Макроном вот поговорил, час, говорит, час с Макроном поговорил, да, ПВО там, сам ПТИ хотим покупать, значит, Миражи, наша подготовка пилотов, Франция готова принимать и обучать дополнительных пилотов на дополнительных самолетах, подчеркивает как бы эти Миражи. Зеленский. В общем, потушно поговорил он с Макроном. Интересно другое. Вот он первый раз с премьером Шмыгалем, как с министром обороны, ну, как бы принял его, заслушал. В чем здесь очень... Вообще два таких очень интересных заявления Зеленского сегодняшнего давайте рассмотрим. Значит, продолжается аудит договоренностей. Там, значит, нужно очень быстро все контрактовать. В принципе, американцы тоже не против быстро контрактовать. Там вышел какой-то чиновник, говорит, мы хотим, вот давайте уже, давайте подписывайте. Подписывайте денежки, переводите, денежек только нет. Ну, в общем, все очень быстро. Поручил срочно все контракты по поводу дронов для наших сил обороны. Срочно надо составить все эти контракты. И вот это меня поразило больше всего сегодня. Сегодня обсудили обеспечение дипстрайков. Вообще, конечно, это, конечно, какой-то цирк. Вроде все такие украинцы, вроде все такие за украинский язык. Дипстрайки, ну типа глубокие удары. Это какой-то ceasefire, типа прекращение огня. Ну скажи по-людски. Нет, дипстрайки. А слово что какое? Сразу всем страшно становится, наверное, в России. Дипстрайк Зеленского. Зеленый дипстрайк сейчас придет. Значит, частота наших ударов, приоритетное задание. Всем благодарен за точность, за прицельность стрельбы. В понедельник готовит программу и ключевые приоритеты, в общем, краткосрочные и среднесрочные, и вообще на полгода. Короче, нагрузил Шмыгаля программами. Говорит, все, готовь программу, Шмыгаль, и пошел вон. Ну и сегодня он тоже, скажем так, главкома Сырского заслушал. Значит, защищать Покровск, другие направления в Донецкой области, самое большое количество российских войск, всем дякуют, конечно. Значит, бои, конкретные бригады отмечают, там воины 5-й штурмовой бригады. Ну, это 225-го вот этого, одного из лучших полка за действия на Покровском направлении. Ну, опять-таки, понимаете, в чем дело? Вот эта 225-ка, она же была на Сумском. Сейчас уже там. Ну, так бывает. Да? Время уже как бы прошло. Сумское направление, Покровское. То есть мы видим, что вот это раздергивание силы защиты Украины у россиян удается. То есть они мечутся от одного направления в другое, там какие-то элитные штурмовые полки и бригады. Значит, там российские ДРГ, шансов нет, главнокомандующий, министр обороны обсуждали, какие средства нужны. В общем, все хорошо, спасибо всем,
боевые результаты, самые лучшие. Российская армия продолжает издеваться над людьми на Херсонщине и Николаевщине, атакуя гражданских разными типами дронов. Почему? Что в этой строчке? В этой строчке вчера дрон влетел в машину главного раввина Херсонской области. Он ехал с семьей, ну, как бы по полю, и его стрессовали. А машина там непростая, машина такая, ну, она, ну, пикап, здоровая такая, там, тундра, вот это все. Ну, такая приличная, такой джипяра. И она ехала одинокая. Понятное дело, что там Херсонская область, это все там видно, простреливается. И туда прилетел дрон, но, слава богу, все живы. Раввин жив. То есть семья тоже там пострадали немножко. Ну, машина уже как бы все, ее не отремонтировать, но тем не менее. Ну, потому что машина такая была достаточно мощная. На такой ездят очень серьезные люди. Ну, и раввины в Херсонской области. Поэтому вот издевательство над людьми над Херсонской и Николаевской области. Это чтобы никто не подумал, что действительно там прилеты дронов, кабов и вот эти тяжелые удары действительно волнуют, да? Потому что дроны летают каждый день и в Херсоне, и в Николаеве, ну, в этих областях. Это, конечно, большая проблема, и люди очень часто ругаются с местными там дроноводами, военными, мол, отъедьте, пожалуйста, куда-то, а вот давайте еще там что-то. Ну, сейчас же вы тут постоите, там чего-то позапускаете, ну, посветитесь, а сюда потом летит. Ну, в общем, это такая тяжелая будничная история прифронтовых территорий на линии огня. И людей, которые не уехали, потому что им некуда ехать, и, в общем-то, ну, ну, на которых всем чихать, на этих людей. Так, значит, в общем, Зеленский вот у нас распотужничался. Вот эти по поводу дипстрайков. Это очень интересная история, потому что Зеленский как мантру повторяет историю с ударами по территории Российской Федерации. В глубину, подальше, поглубже. Значит, есть такое там издание, агентство, они вот посчитали воздушные атаки. Значит, и вот, пожалуйста, Украина усилила воздушные атаки на Москву после разговора Зеленского с Трампом. По Москве, то есть все видят, там 4-18 июня там 43, 10, 19, 3, и сейчас вот вообще 63. Инфографика, как говорится, дает представление, что рост есть. То есть, как бы Зеленский в этом отношении не врет. Это вот, это по дням. Ну, то есть Москва, московский регион. Это по ударам, это по дням. То есть с 4 по 18 июня 7 дней били, тут 5, сейчас вот с 4 по 18 июля бьют 9. Это вот самая свежая статистика, они так быстренько прикинули, посчитали, поэтому, в общем, ну, понятно, что это не предел, это наверняка такая пристрелка. Сегодня тоже там в Подмосковье ночью прошлой было, скажем так, были попадания, были прилеты и пытались атаковать. В общем, растет количество этих ударов. На это он и делает ставку, что он будет стараться, чтобы дроны летели, долетали, били, и чтобы это создавало какую-то картинку. Deep Strike заключается в том, чтобы как бы местное население уже плюнуло и сказало, да нет, хватит уже. Тем более там выдают какую-то социологию. Я встречал, что россияне уже, в общем-то, все такие за мир. Все за мир, и Путин рано или поздно должен прислушаться к россиянам, что они за мир. Ну, а дипстрайки, они как бы немножко помогут Зеленскому. Ну, и вроде как успех демонстрирует и пышит этим успехом Зеленский, если бы не вчерашний провал. Дичайший провал. Это когда утверждали правительство, значит, Свириденко, новый премьер-министр, новая Юля, как бы ответ держала, и у депутатов, которые вовремя нажали кнопочку, чтобы записаться на минутку вопроса, появилась возможность задать ей вопрос. Вопросы там разные были. Ну и вот, собственно, Свириденко задает вопрос Гончаренко. Питання до пані Свириденко. 12 лютого о 19:47 ви підписали те, що ви називаєте доопрацьованою версією проєкту санкцій проти Порошенка, де було зазначено, що санкції мають бути на 10 років. За 53 хвилини о 20:40 до Офісу Президента привезли підписане рішення РНБО, де санкції були вже безстрокові. Ви брали участь в цьому процесі на всіх етапах в 3 ролях. І як ініціатор, і голосуючи на Кабміні, і голосуючи в РНБО. Поясніть, в який момент і хто вирішив, що санкції з вашого проєкту треба зробити безстроковими.
І крім того, ви називаєте ці санкції превентивними. Як саме позбавлення державних нагород п'ятого президента України служить національним інтересам? Значит, что он задает, какой вопрос он задает? Он задает вопрос партийный. Он в ЕС находится, а Порошенко под санкциями. Очень интересный тоже был эпизод, тоже со вчерашнего дня, когда выходит Порошенко и говорит: смотрите, на меня завели уголовное дело за то, что я там как-то не так, в общем, в свое время, ну, в общем, через Верховную Раду, там коалиции, короче, не было, да, и вот проводил какие-то решения. Сегодня фактически у Зеленского тоже нет коалиции, но он меняет кабинет министров. Потому что кабинет министров и Свириденко, и вот это все, что мы видели, эту чехарду, поменяли недостающим количеством слуг народа, плюс заложниками, кто-то по бизнесу, кто-то физически, под уголовными делами, бывших ОПЗЖ. Ну, вот этих за жизнь и мир, которые там переименовались. То есть, если бы не они, если бы они там все заболели, не пришли, что-то случилось, там, чего-то произошло, то не проголосовали бы. И Порошенко ему говорит, что смотрите, сейчас вот пройдет время, рано или поздно как бы не станет Зеленского в роли президента, и к нему зададут ровно тот же самый вопрос по тем же самым статьям, и догонять будут. Вообще, конечно, Порошенко, он будет мстить за все то, что как издевается там над ним, и не только касательно санкций, а в принципе, да, над его людьми, Зеленский. Ну, а Зеленский сейчас пошел во вкус, в раж и мочит. Гончаренко заходит с понятных как бы партийных вещей. Мол, санкции были сначала на 10 лет, а вы подписали на бессрочное. Ну, в общем, объясняет. Це були ваші пропозиції, ваш підпис. І друге питання. Уряд був зобов'язаний подати в Верховну Раду законопроект про терміни служби. Я звертаюся до президента України, Верховного Головнокомандуюча пана Зеленського і до вас. Коли нарешті мільйон людей, які боронять Україну, отримують світло в кінці тунелю і будуть знати, скільки їм служити? Ви зобов'язані виконати рішення Ради. Зробіть це негайно. Будь ласка, відповідь, Юлія Анатольовна. Дякую за ваше запитання. Реалізація санкційної політики – це ефективний інструмент державного управління, реалізація державних задач. Насправді всі процеси, які відбуваються на уряді, вони відбуваються відповідно до закону про санкційну політику, відповідно до тих регуляцій. У нас є міжвідомча робоча група санкційної політики, яка визначає і доцільність внесення тих чи інших санкцій на уряд відповідно до подання. То есть, смотрите, еще раз. Второй вопрос он задает самый главный. Свет в конце тоннеля для солдат, когда они должны были. Год назад проголосовали мобилизацию с отсрочкой. Ну, мол, мы еще подумаем над вот этим сроком. 2 года, 3 года служить, 5 лет служить. Но отслужив 5 лет, человек может демобилизоваться, если, конечно, выжил. Ну, как бы и уйти непобежденным с войны героем по закону. Понятная история. Тут она начинает, ну, это вот стиль зеленых. Она говорит, тут говорит, вам принесли на согласование санкции против Порошенко. А она начинает, у нас есть коллективный орган, тут комиссия, тут перекомиссия. Короче, зеленый большевизм. Но интересно, понятное дело, не про санкции, про Порошенко, а дальше. Служба безпеки України або інших органів. Що стосується конкретного прикладу, у нас була доповідь голови фінансового моніторингу, і за результатом наради є відповідний протокол, було прийнято рішення внести дане питання на розгляд членів уряду, і після обговорення членів уряду дане питання було поставлено на голосування. Кричит Гончаренко. Второй вопрос про свет в конце тоннеля для военных. Да. Будь ласка, дякую, шановні колеги. Фріз Ірина Васильівна. То есть, смотрите, все. По санкциям о Порошенко она отгавкалась. Ну, так сказала, да, господи. А второй мимо кассы, все. Второй вопрос, все. И времени хватило, все. Ну, все. Подумаешь. Какая там солдаты, демобилизация. Кто вообще помнит? Было год назад, какие там условия, какие были договоренности. Закон о мобилизации, который приняли, который изменил и исковеркал за уже этот год. Ну, он раньше начал коверкать, но пока без закона, на него возлагали, короче, просто сотни тысяч жизней. Кто-то сбежал, кто-то уже не живой, кому-то прыгают на груди, как в киевском ТЦК сегодня судебно-юридическая газета опубликовала материалы, а ГБР быстро-быстро после напечатанного говорит, да нет, эти там военкомы уже сидят в тюрьме. Ну, короче, возили мужика, он там что-то выпил, начал бузить, те его хлопнули электрошокером, наваляли ему, ну, короче, убили. Привезли, выложили в ДВРЗ и сказали, так и было. Ну, а потом как бы начали разбираться, в общем, вроде как в тюрьме. Там, причем и тот, кто это делал, и зам начальника ТЦК. Ну, то есть за год
этого, мы там дальше еще поговорим, это же продолжается сейчас. Но вы понимаете, то есть очень большой объем. Если бы тогда они сделали бы этот один маленький пункт, что ты идешь служить на 3-5 лет, там, да, возможно, не было бы такого накала в обществе. Поэтому тут как бы популизм Гончаренко популизмом, но тут он прав. Нужно было какую-то дать надежду солдатам, чтобы их не вот так не пхали в бус. Ну, вообще она игнорирует. Ну, Гончаренко верещит со своего места, но, смотрите, он же мачо, Зеленский же мачо, он же джентльмен. Какой-то Гончаренко там рот раскрыл на девочку Юлю, там ей 39 лет или сколько там ей надо вступиться. Я попрошу уваги і поваги, будь ласка. Ага. Одну секундочку. Президент України просить відповісти на питання про терміни служби. Будь ласка. Включіть, будь ласка, мікрофон. Я вам відповім. Наші люди, героїчні військові, повернуться додому, коли ми переможемо ворога, а це Путін. Ворогів всередині нашої країни немає. І ви не ставайте на цей бік. Кто-то что-то понял? Ну, то есть, это же, вот это занесут, это вспомнят. То есть, врагов внутри нашей страны нет. Только что они там отгавкивались по санкциям, по вот этим всем. Внутри страны нет врагов. И вы тоже не становитесь на эту сторону. На какую сторону? На сторону врагов, которых нет? Ну, то есть, идиотизм, речь не связанная. Он решил сыграть в эту историю, там, вспомнить капитанский конкурс, разминку, не знаю. Вы видите, а там рядом с ним охранник стоит. Охранник, который смотрит в сессионный зал и вот находится вот там рядышком в сторонке. То есть он под охраной стоит и вот это вот вещает. Аплодисменты. Наші герої заслуговують якісних ротацій, такі як ти, коли такі як ви будете на фронті допомагати їм, а не тільки тут. Дякую. Будь ласка, Фріз Ірина Васильівна. Такие, как ты, такие, как вы, в общем, будете помогать. Ну, то есть, на фронте, а не только здесь. И как бы отправляет его на фронт. Но мы это еще вспомним сегодня, потому что там другой депутат тоже сегодня набокопорил, и вот тоже на фронт, а он говорит, не-не-не, я ж тут служу родине, отчизне. Примечательно, что еще один вопрос был от Гончаренко, ну, чтобы время не занимать. В общем, там и Шмыгаль выходил, тоже ни о чем не отвечал на вопросы. Он говорит, разгоните ТЦК ему. Разгоните ТЦК. Да? А тут отвечает, ну, какой разгоните ТЦК, у нас все хорошо, добровольцев куча. Ну, вот, собственно, и все. Вот так и поговорили. Вообще, конечно, эта история очень серьезно триггернула, потому что вот если верить последним там картам Deep State, то это вот, видите, с 20-х чисел июня и по сегодняшний день. То есть вот такое движение на фронте. Константиновка, Покровск, ну и туда, к Днепропетровской области, туда в ту сторону. С такой скоростью это все двигалось. Посчитали, что вообще с начала года площадь, сопоставимая с государством Люксембург, была потеряна. Площадь, сопоставимая с ними. То есть это, ну, да, маленькая, но европейская страна с обалденным ВВП на душу населения по такой территории, как бы, эту территорию потеряли в Украине. Плюс, конечно же, все, ну, в каком-то таком раздерганном состоянии, и может только, ну, вот какой-то такой посыл, все вернутся, когда там, в общем, победим Путина. А тут же вроде Стамбул, тут же Трамп, тут же вот эти переговоры, принуждение, а давайте так. Сам же Зеленский говорит, что давайте прекращение огня, давайте переговоры, надо справедливое окончание войны, мы сейчас прекратим огонь, потом ставим... То есть он перечеркнул все то, что он говорил до этого, что он хочет окончания войны. Перечеркнул. А в таких там, ну, кстати, тоже аффилированных с тем же Порошенко, чтобы ни у кого не было иллюзий, эфирах вообще продвигают мысль о том, что люди добрые,
Вот эти все мысли, не надо думать о перемирии. Вот так, у самурая есть только путь. Свет в конце тоннеля где-то там, идите, когда-нибудь увидите. Вообще все мысли о перемирии как вредны. Это вот Янини рассказывает, тоже известный такой солдат, да, вот офицер Бунятов, который там все на свете комментирует и является во многих новостях первоисточником или экспертным, экспертом, который высказывает мнение. Скажу, більше шкоди для армії, ніж думки про перемир'я в тилу, не зробив ніхто. Тобто люди думають, слухай, так перемир'я же. Нет, простите, это не Бунятов, это другой военный. Бунятов сейчас дальше, это в Исландии, скажем так, больше военный приходит и говорит, что больше, скажем, вреда, чем мысли о перемирии, вообще не наносится стране. Значит, можно не донатить. Правильно, завтра вже все там закончится. Так перемир'я же вже все, і можна там нічого не робити, можна розслабитися, лакшері. Скоро перемир'я. Тобто, виявляєте, створили цей міраж, поняв, це ілюзію цього перемир'я, і відсторонили там мільйони людей, тобто, створивши їм ілюзію безпеки, яка буде завтра, і створивши їм цей піліну на очі. І вони живуть цим завтрашнім перемир'ям, а сьогоднішнього ворога, який просувається по лінії фронту, вони вже не помічають. Та, я не знаю, я приїхав там з... Так а кто это сделал, эту пелену? То есть логика, в чем логика вот этого военнослужащего? В том, что не надо расслабляться. А чего, что-то все расслабились? Сроки какие-то требуете, свет в конце тоннеля, перемирие? Нет никакое перемирие. Это иллюзия. Тотальная война, противостояние, все на убой, все погнали, все вперед. Так а Зеленский о чем говорил? О каких там переговорах, прекращениях огня? А это что? Это ложь. Нужно идти и вперед всех в топку войны отправлять. Вот что нужно. Если ты подумал о перемирии, все, ты враг. Ты в пелене. Зачем ты, не думая о перемирии, не думая о секундах свысока? Вот по поводу Бунятова, тут вообще говорит, что будет вторая война. Що таке вторая війна? Будь ласка, подробиці. Я думаю, що або ми будемо відбивати свою територію, або будемо заходити на свою територію, так чи інакше, або росіяни будуть в нашу сторону заходити. Это как-то прогноз. Я уже так шутил, да, это старая шутка КВНовская. Прогноз погоды в давней Руси. То ли солнышко будет, то ли дождик будет, как Бог даст. В общем, будет вторая война. То ли мы будем заходить, то ли они будут продолжать. Якщо друга війна 100% буде, просто ми можемо її не застати, а можемо застати. Тут два варіанти. Буде чи не буде, тут вже нема варіантів. А как это может застать и можем не застать? То есть нас убьют на первой войне или не убьют на первой войне? Это вот так переводится. То есть иди, умирай, о перемирии не думай. Если задумался, не переживай, будет вторая война. Ты что, хочешь вторую войну застать? Здесь умри. Зачем так долго? То есть вы понимаете, какие вот эти нарративы? Зеленский говорит, вернуться, когда Путина победим. Этот военный говорит, не думай о перемирии. Бунятов говорит, будет вторая война. То есть не переживай, если даже сейчас будет вторая война, все равно все умрем. Отлично. Просто супер. И бирюльки демократии. Все играют в демократию, всем вот это интересно. Ой, а как же? Вы знаете, что сегодня на Майдане прошел митинг? Майдан. Но какой? Правильный митинг. Митинг в защиту прав родственников, те, которые в плену. У мене 5 дітей. Чому ми повинні постійно випрашувати ці гроші? Я сестра зниклого безвісті. 22 серпня буде. То есть женщина говорит, я мать 5 детей, почему мы должны выпрашивать эти деньги, которые там дают, за пропавшего без вести, или непонятно, может, человека уже нет, а они вот это сидят, ждут в неведении, вот другая там рассказывает свою историю. Рік, як зник мій брат. Виплати сім'ям безвісті – це не подачка, це обов'язок держави. І коли ми чуємо про затримку 3-6 місяців, а інколи буває і більше, це не просто бюрократія, це якась зневага до тих сімей, у яких сталося таке горе. Систему треба змінювати. Треба змінювати на спрощення подачі документів. Треба думати про то і розуміти про то, що жінка з першого дня потребує підтримки. Давали запити кругом, прийшов відповідь, що нема нічого.
Наша влада, на жаль, зараз бюрократією займається. Я вважаю, що влада почала знову виплачувати сім'ям зниклих безвісті кошти, а не собі в кармани просто клали. Ми хочемо, щоб сім'ї То есть вы понимаете, деньги без вести пропавшим, семьям без вести пропавших задерживаются, бюрократия, они на это не вышли, это вот такой протест. Ну, этот вообще забылся, наверное, на каком языке надо говорить, но он же защитник, ему можно. наших героїв государство допомагало і заботило. Ви одна єдина до нас підійшли і запитали про цю проблему. Я дійсно вам дуже щиро дякую. Щоб просити нашу владу, коли військовий час, то повинні керувати люди, які фахівці. От. Да ты что? В военное время должны специалисты руководить. А чем тебя Свириденко не устраивает в военное время? А Шмыгаль, министр обороны, елки. Вчера ж премьером был, сегодня министр обороны. На понижение пошел. Опустился до уровня обычного министра. Профессионалище. Міністри оборони, які непонятно, що вони роблять. Це міністр. Це якісь, чмошники, чесно, не душа болить. Дайте нормальним людям керувати, які мають освіту, які знають, як керувати армією. Это где их взять, эти, которые армии там... Что-то какой-то непорядочный какой-то этот, митингующий. Все так ровненько шло. Женщины плачут, вспоминают, фотографии показывают, плакаты нарисовали. А тут, говорит, министр не такой, говорит, профессионалов давай. Ты чего? Вже прийшли з воєнкомату і сказали, що він попав. Це 19 чоловік і загинув. А зараз отак ми зібрались тут і хочеться, щоб наших воїнів, правительство, наша Верховна Рада, наш президент, наші всі, щоб вони їх не забували. У лютому прийняли закон 50% родині воїна, а 50% на депозит. Хай так, ці гроші десь там у держави, але навіть, щоб родина на життя отримала половину, зараз треба купа паперів, навіть вимагають надати довідки з окупованих територій або знищених архівів. Навіть якщо пакет документів, він чекає на підпис та оплату тижні, місяці, як жити дітям, жінкам, матерям, це негідне ставлення до сімей зниклих безвісті. Ну, вот такое отношение. Ну, нормально. Сейчас новое правительство справится. Все нормально. Сейчас все без справок, без бюрократии. Федоров справится. В ДИЕ. Сделаем какой-нибудь там Е-зныклый, например. Или какой-нибудь еще. И ты вот прям со своего смартфона возьмешь, и тебе все прям придет на карточку ДИЕ. Все. Ну, или вот это, как там они называют эту карточку? Е-підтримка или что? Сразу тебе все Е-зныклый, Е-підтримка. Все, и там дальше. А если чего не так, то Федоров обещал вообще мониторить соцсети, там службы, там форумы, чаты, домовые группы какие-то там еще, и выискивать недовольных. Ну, если там вот такие недовольные, тогда нормально, будут как бы ублажать. Ну, или что-то там предвыборное делать. А если там какие-то лютые, как вот этот мужик, который говорит, министр обороны не такой, что он там делает, ну, может, к нему постучат, скажут, объяснят, на камеру запишет извинения, как минимум. А там, может, статейку припаяют. Нормально, государство работает. Ну, то есть, вот такие моменты. И вот это метание чтобы понравиться, и до как бы принудительно-карательного аппарата, оно вот очень четко проявилось вот в этом многоуважаемом нардепе Гурине. Скандалище просто. Значит, пишет, у ветеранов не должно быть никаких льгот, никаких бесплатных проездов, нулевой растаможки машины и всякого другого совка. Совка, нулевая растаможка машины. У ветеранов должны быть выплаты на накопительную пенсию за время пребывания на линии боевого соприкосновения, компенсация процентов по ипотеке, программы обучения, переобучения, лечения, реабилитации, протезирования, помощи в поиске работы при постоянной потере функциональности, оплата, в общем, соцподдержки, которая компенсирует вот эти, утрату. То, что защита Родины обязанность записана в Конституции. У меня другая присяга. Я точно так же служу народу Украины, пишет Дмитрий Гурин. Ох, как он возбудил и как поджег пятые точки всех комментаторов социальных сетей. Ох, поэтому, наверное,
Федоров и объявил, что будет все соцсети мониторить. Все ему там высказали, кто он такой и что к чему. В принципе, на самом деле, чисто либертарианский подход. Никакого совка, вообще тебе ничего. Он тебе счет расчетный, туда будет что-то капать. Ну, если выбьешь и добьешься. А так, как бы никаких льгот. Ну и все. А ему же пишут, а ты в смысле? А если ты на фронте попадешь, там оторвет чего-нибудь, вернешься, тебе тоже получается никаких льгот? Он говорит, я тоже служу. Не надо меня на фронт посылать. Я тоже служу. То есть Гурин служит, а Зеленский отправляет на фронт Гончаренко. Понимаете? Ну, то есть вот такая логика. А он говорит, я служу на своем месте, я депутат, я помогаю стране, я там ее частью ее обороноспособности. Вот. Ну, правда, его, конечно, закидали тапками. Вот. И все-таки пришлось извиняться. Ой, говорит, община занесло. Написал Извините, я точно так же даю присягу и точно так же служу народу Украины, как госслужащие судьи. Но все мы служим не так точно, как военные. Они рискуют самым дорогим жизнью за нашу возможность мирно жить. Мы все у них в долгу. Ну, то есть тут пошлины, вот эти пошлины, господи, тут эти льготы отменял, а тут такой возвращает, говорит, ой, мы все у вас в долгу, извините. Ну, потому что понял, что, ну, как бы, прыгнул, как говорится, не в свои сани. Ну, вот такие народные депутаты у нас бывают. Вот такие. Сейчас по Киеву серьезная воздушная угроза. Сегодня объявляли о том, что будет атака с 8 направлений. Есть все признаки запуска стратегических бомбардировщиков. В общем, на самом деле такой достаточно опасная ночь. И все, конечно же, уже звучат, да, взрывы в Киеве. ПВО работает. Сейчас над страной 70 дронов. И вылетели Ту-95. Вылетели уже, да. Загрузились и вылетели. По полстраны сейчас воздушная тревога. И повторные взрывы в столице по поводу дронов. Ну, вот так все, по крайней мере, начиналось. Вот так они заходили. Это вот мониторинговые паблики. И вот это только первая волна начала. Сейчас уже 70 этих дронов, там, Гераний, Герберов над страной. Это прям в эти минуты, мы в прямом эфире, ситуация может измениться. В течение дня тоже сегодня фиксировались прилеты, и, ну, конечно, это действительно, ну, вот как-то. Сейчас все будут говорить, Келок уехал, понимаете? Келок уехал, и началась отработка столицы. Прямо сейчас столицу как раз-таки Украины атакуют. Но тут же поднимают другой вопрос. Слушайте, вообще, конечно, такое ощущение складывается, вот когда говорят, что украинцы, украинский народ, общество, они какие-то инфантильные, похожи на детей. Да так оно, собственно, и есть. Потому что, простите, пожалуйста, но вот все уже привыкли, что есть там телеграм-каналы, мониторинги, что примерно понятно, откуда летят, сколько летит, и что там, грубо говоря, придется долго посидеть в бомбоубежище в подвале. Но и это начинают подозревать в зраді. А можна вообще так брати карту України і рисувати маршрути дронів? Помітили, що останнім часом на деяких телеграм-каналах почали з'являтися прям мапи, на яких намальовано, де шахед летить, куди у нього там траєкторія польоту спрямована. Це, знаєте, як зараз в соціальних мережах норм чи стрьом? Знаєте, ми ж теж відстежуємо моніторинг, дивимося, хто що робить. Ну, вообще, конечно, вопрос Игнату, спикеру воздушных, норм или стрём, это, конечно, модно. По-тіктокерськи. Потужно. Повторюється ситуація 23-го року, коли, власне, почалися, власне, ці створюватись моніторингові канали, які повідомляють населення, начебто роблять хорошу справу і так далі. Ну, тоді я теж десь там публічно так звернувся, як обговорював цю тему, і дуже багато почали протестувати, ми робимо гарну справу. Та питань немає, робіть, але ж не треба ж це робити обережно, аби не зашкодити. Ну, от сьогодні... Ну, то есть, давай, ты, конечно, делай это, но аккуратно. Ты можешь навредить. Повторюється та сама ситуація, коли
один з телеграм-каналів, який дуже люблять українці, до речі. В кожного є своя подача, так? Хтось з матюками пише, хтось ще там. Ну, ми як офіційне джерело не можемо креативити, так, а робимо офіційно, ви ж нас цитуєте постійно в марафоні і так далі. Тому кожен любить свій формат. Ну, але головне не нашкодити. Якщо летить ракета, ми дивимося, що цей телеграм-канал в реальному режимі часу показує проліт ракет крилатих, один в один, як це робиться, ну, як це видно на системі Віраж Планшет. Для чого ворогу вкладати гроші в розвідку і так далі, і все решта? Вони бачать, куди летить ракета, який маршрут. Ну, їхня ж ракета, де вона пропадає з радарів, де вона з'являється. Тобто можна зробити узагальнену інформацію, взяти з наших телеграмів, які добру роблять справу для ворога. Інші ж телеграми, які там малюють там стрілочки, схематично показують, ну, людям це подобається, ну нехай собі роблять, так? Ну і оці мапи, куди летить шахет, теж, очевидь, не найкраща ідея публікувати. Ну, люди хочуть знати, люди Хочеться, дуже та хочеться, але хочеться якщо це знати робиться більше. якось схематично, ми ж теж повідомляємо тільки буквами, так, словами, повітряні сили, що летить в напрямку такого-то міста, йдіть в укриття. Хтось бере це повідомлення, просто малює стрілочку, так? Ну, але якщо деталізовано показувати проліт ракети і де вона з'являється, де вона зникає з радарів, це вкрай небезпечно. Вот так вот. То есть теперь, в принципе, стрелочками надо ориентироваться, и те, кто публикует подробную карту маршрута, враги, ну или как бы вредят. А то возьмут россияне, посмотрят, о, слушай, наша ракета летит. Нормально сообщили. Супер! Понимаете? Нельзя теперь этого. То есть конкретно украинцы, которые прильнули к вот этим телеграм-каналам, транслирующим программу «Вираж Планшет», которые переживают, где летит, летит ли на них, что это вообще, какой обстрел, массированный, насколько массированный. Ну, теперь, скорее всего, их прикроют после вот этого выступления на телемарафоне. Ну, а по поводу дронов, сегодня вот очередной дрон опубликовали российские СМИ вот для ТЦК от мешканців міста П'ятихатки. В общем, по П'ятихатке был опущен дрон и опубликована вот эта, скажем так, история. Обстрелы ТЦК уже становятся определенной нормой. И, ну, что тут греха таить? Понятно, что сбили эту волну радости. Теперь все радуются чуть-чуть потише, потому что закручивают гайки ТЦКшники чуть-чуть пожестче. Вот ровно, пожалуйста. Я встану! Да, я встану! Право скажуть будь-які мої дії в встановленому законному порядку. Також. Поможіть! А є рішення суду, що він не Да, є рішення суду, покажи мені, встань з мене, будь Є ласка. рішення суду? Ви чуєте мене? Я ж сказав, він не в розшуку, по ньому подане звернення. Добре, я ваша внутрішня Да, база. блядь, встань з мене! Значит, что происходит? Да? Ну, давайте так. Давайте не так. Как все начиналось? Начиналось все примерно вот так. Ну так, раз, его через бедро бросил, так сказать, и засел на нем. То есть схватил, засел, полицейский. Эти двое ТЦКшников стоят, смотрят. Но это все вот наблюдается из окна. Окно, как видите, как бы... Ой, Хрущева, наверное, помнит это окно в частном секторе. И как это... Такая старая рука, ну, имеется в виду пожилого человека, смотрит на этот весь беспредел. Вот так это все начиналось. Это ровно. А вот так, в этом ровно все, собственно, продолжилось. Я почему-то сразу вспомнил ту полицейскую академию, да? Я встану! То есть вот. Якийсь бандит стріляє, убивають і що? Звісно, не покора працівників. Я не чиню, да я встану! Говорит, ты будешь бежать, чинить опер, сопротивляться. Тут говорит, что ты мне сейчас отдавишь все на свете? Дай я встану и, ну, как бы поговорим. Что, как будто я бандит какой-то. А тот ему спокойно, видите, как вот там уже начинают говорить право на звонок, то есть зачитывает права. Гнатюк Володимир Як уж не руки Ігорович. взяли. Поясни, ви що не затриманий? Да, я встану! вже ти! Не кричи, не роби тут комедію на весь. То есть, понимаете, в чем дело? То есть, этому мужику, которого заломали, ему говорят, да не кричи ты, давай, сейчас мы с ним поговорим. А ты лежи вот это там, это, тихо. Слушайте, так по-украински, кто говорит, помогите, дайте что-то сделать. Не, говорит, ты не ори. Давай сейчас интересный молодой человек рассказывает, что к чему. Подане звернення від РТЦК та СП
про те, що людина порушила правила військового. Добре, покажи мені, Згідно ти мені статті нічого не 210 показав. 210 прим. 1. Я, як особа, Мені тяжко дихати. відповідно до КУПАПу, не маю права складати відповідні матеріали за дане порушення. Добре, Його покажи буде мені. доставлено до РТЦК та СП для складання протоколу. В подальшому, я не знаю, його направлять на військову Добре, я комісію. встану, дай. Не направлять, я не знаю. То есть ему все равно. У него высветилась какая-то галочка, что есть запрос от ТЦК. То есть вот этому выпускнику полицейской академии дали запрос на вот этого мужика. Ну, то есть вы видите, он его может кинуть через бедро, вот такой. Но он служит ТЦК. То есть не народу Украины, а ТЦК, вот этот полицейский, вот этот мент, вот этот мусор. Да, вот это. Но все же по-европейски, все у тебя четко права, говорит, значит так, говорит, я не могу, не буду я составлять протокол, мне вот засветилось это ТЦК, я вот должен отреагировать, я его должен скрутить, связать, привести в ТЦК, а на него там будут уже протоколы, штрафы, там уже, и меня это не касается. Я человек маленький, я его должен поймал, скрутил, вот в чем смысл национальной полиции. Ну и вот эти, прости господи, селяне, ракомакафо, понимаете, сидят тут это слушают, вот эту лапшу на уши, и сказать ничего не могут. Ну, слушайте, дельно говорит, смотрите, как образованный полицейский, сидит он, мужика скрутил. А він позвонить адвокату. Дай я встану, будь ласка. Я тебе прошу. Він має право на дзвінок, як це так? Да, я хотів подзвонити, мені мене штовхнули. Не крути. Я хочу встати, ну що ти мене... Ну добре, почекай, тебе затримувати, тебе права. Ой, сорвался бедолага. Кричит на него на ухо. Подожди, тебя. Короче, вообще, вот это, смотрите, вывод из всего происходящего. Это насколько надо быть пустоголовыми, вот пустоголовыми. Человеку, ну как, ему больно, его скрутили, да, не по делу, он ничего не нарушил, он не бандит, не преступник, ему там сколько лет 50, за 50, наверное, там, не знаю, плюс-минус. Его скрутили, держат. Говорит, нет, говорит, все. Ну, хорошо, хоть стрелять не начал, чтобы в ТЦК доставить. Вообще, конечно, цирк. Сегодня тоже написали, что в ТЦК там поймали кого-то, а он, в общем-то, ухильнулся, короче, не побежал, а потом отморозил себе ступни, ему отрезали ноги, но он все равно годен. Ну, его что, с нормальными ступнями призывали. А тут незадача, отморозил, отрезали. Ну, все. То есть, и вот это сейчас вот это там, как бы, парадоксы. Как это? Чудеса нашего городка. Які мене права можуть бути обмежені? Я не бандит, мене не судова справа, нічого. Дай я встану. Повідомлю особисто, без оплати правову допомогу. Ні, хлопці, ви з ними не уїдете. Дай я встану, я тебе прошу, будь Камера ласка. пише, прямо на Добре, дай я встану, будь ласка. Я йому повідомив, що він затриманий. Якщо він Та він же ж нікуди не втікає. тоді мене притягають до відповідальності, можливо, навіть кримінальної. Дай я встану, будь ласка, я ж нікуди не... У меня все камера пишет, я ему сказал, что он задержан. Если он там что-то то меня тогда накажут. А ти сам, ну, розумієш, ти ще завезеш його в ТЦК, він же звідти не вийде. Ти сам це Я не знаю. Дай я... Бо тобі не по барабану. А до Паша, я його знаю давно, він це прекрасно розуміє. Я йому адекватно підійшов нормально. Ні, Ти мені ненормально. Бо він же ж нікуди не тікав. Ну я. Я не втікав, я йшов Мені взагалі на камеру. роботу. Потім зробиш запит. Побачиш, як це все відбувалося. Я ж бачу, як дай я це встану, будь як ласка. робилося. Не їдеш чи ні? Де? Дай. Я знаю. Дай я... У него 3 детей, я знаю. Понимаете? То есть, это бесправные существа. Страна рабов, понимаете? Вот этот мужик, 3 детей, начал его кидать, а потом оправдываться. Я если так не сделаю... Вы понимаете, в какую рамку загнали свободолюбивых, которые на Майдане там отстаивали власть, свободу, демократию против Януковича? А те оказались, говорят, так и меня ж накажут, Тут кричит, да не ори ты, сиди, давай, демократия же, разговаривают, понимаете? Вот еще одна демократия. Город Золочев, пост ГАИ. Все, Валера приехал. Пост ГАИ, Золочев. Остановили меня мусора. Резерв им не подходит, военник им не подходит. Им надо только бронь. Без брони вызывают ТЦК и добрый день.
Короче, закрылся я в машине, мусорам сказал, никуда я выходить не буду. Они сказали, как хотите, тогда сидите тут, сколько вам захочется. Ну, дальше он там матерится, ругается, говорит, значит, по барабану. Я, значит, буду тут сидеть на своей фуре. Сейчас стемнеет, ночь пройдет, и я вот, все там рассосутся, я по газам и поехал дальше. Демократия. Демократия. Вот или в Харькове тоже. Тоже ведь демократия. Ну, тут вообще потрясающая история. Тут два мужика, ему выходят, а ну давай иди сюда. Ну, там, давай там проверять. Одного отвели, сразу их развели. Одного в одну сторону, второго в другую. Начали там его сопровождать, приставать. У этого сразу документы в черном, который, да, там папочки, он достает из файлика, все. Тот заходит за бус, потом, вот, собственно, его выводят сюда и как бы заталкивают в бус. Уже под белые рученьки, оп, его, так сказать, ну, поддержать его, чтобы на коленку мог упереться животом. Ну и все, затасовали все. Этот один стоит со своими файликами, документами, видимо, там подошло, а тут не подошло. Все, так и расстались друзья. А где же вот это все? Все же выросли там на гардемаринах, или выросли, наверное, что там эти все мужики на Дюма, да, там, Боярский. Ну, что поделать, каналье, понимаете? Где вот эти там один за всех и все за одного? Шли вместе, все. Вышло двое, пришел один. Ну, и женщины тоже сейчас не особо помощницы. Ну, это Одесса сегодня утром, это, так сказать, запаковали там мужа, судя по всему. Нормально вцепилась, ее протащили. Ну, понятно, там брань, все. Проехали, отбросила ее, те уехали. Все. То есть, абсолютно. Все в порядке. Ну и еще история из Днепра. То есть, видите, это везде. Ровно, Днепр, то есть везде. Вот Днепр, пожалуйста. Чувака, и он врезался в машину. Тут задел, и за ним побежали дальше, он куда-то туда. Все. То есть, они погнались. Этот вот Ниссанчик на аварийке стоит. Он сбил человека. Ну, тот поправил, ну, в общем, догнали его. То есть, а Ниссанчик чего? У него помятая машина, он попал в ДТП. Ну, сейчас он полицию вызовет, хорошо, если девочка за рулем, понимаете? А если мальчик? Ну, и вот уже и Ниссанчик еще там прихватизирует. Понимаете, в чем дело? То есть, вот в такой обстановке, в такой стране, получается, все живут. Но всем рассказывают, что надо, чтобы все шли служить. Все должны воювати. Мобілізація в армію – це примусовий процес. Так. Тому що всі, хто хотів, всі вже пішли, да? Ну, не поспориш з командиром полка ВСУ. Якщо це примусовий процес, він повинен надалі продовжуватись. Це непопулярні висловлювання, да? Які я розумію, що мені це будуть згадувати, але без цього неможлива перемога. Перемога невозможна. То есть без принудительной мобилизации невозможна победа. Все, вопросы есть еще? Я, відверто кажучи, вважаю, що кожен чоловік зобов'язаний захищати Україну. Кожен. Я не хочу коментувати там політичні процеси, я не граю в політику. Я не хочу коментувати корупцію. Я не хочу коментувати роботу ТЦК. Для мене ТЦК – це такі ж військові. Да? Такие же военные. Командир полка ВСУ. Невозможна победа без принудительной мобилизации. ТЦКшники такие же военные. Политику я не лезу. Все, так проще жить. Перемирие. Не думай о перемирии. Оно тебя расконцентрирует. Никакого перемирия. А если вдруг подумал или там наслушался Зеленского, который там призывает давайте прекращение огня, давайте там справедливое окончание войны, или там мантры, которые пел он 2 дня назад, только Трамп может остановить войну, или как-то, ну короче, как-то надавить на Путина, в общем, заставить Путина там
поставить на колени Путина, вот такие формулировки. Только Трамп может. Если наслушался о том, что все уже близка как бы победа, но ты вообще не расслабляйся, впереди вторая война. Да, є певний негатив, але я його теж не хочу коментувати. А зачем? Ты командир полка ВСУ. Зачем тебе комментировать? Позитив комментируй. Все ж хорошо у ВСУ. Ну, подумаешь, Люксембург проиграли по территории. Ничего страшного, Люксембург это ж как не знаю, там, не Бельгия. Хто я такий, щоб давати їм суб'єктивну оцінку? Для цього є компетентні органи. Але я впевнений, що кожен повинен захищати країну. Кожен. І під словом «кожен» ми дорівнюємо те населення, яке у нас зараз залишилось. Да? Под словом «каждый» мы – это все население, которое осталось. Понимаете? Все население, которое осталось. А то население, которое осталось, или там подрастает еще, им говорят, что вообще у вас все хорошо. Вот вообще, конечно, это вот образ классный. То есть это так легче жить. Кто-то может сказать, так это секта какие-то, это какие-то вот эти какие-то там белые ходаки какие-то, или как там еще там разные секты называются, свидетели, адвентисты, еще кто-то. Секта! То есть, значит, это я не хочу комментировать, кто я такой. Здесь я политику не играю, здесь да, негатив есть, ну что поделать. Но все должны, все это кто? Все, кто остался. Все, кто остался в стране, должны идти, и, собственно, победа же. Без этого победа невозможна. А вот этим там девчулям, перед ними притула, если что, выступит. В Україні 7 мільйонів людей, які виїхали в країни Євросоюзу, 5 мільйонів на тимчасово окупованих територіях, і нас вбивають кожен день фізично. Ну, там выехали туда, там выехали сюда, здесь убивают каждый день. Вы думаете, это плохо? Не, послушайте притулу. Тому ваше покоління матиме найнижчу конкуренцію ever за робоче місце. Найнижчу конкуренцію ever. Ну, типа, априори, всегда. Понимаете? Наинущую конкуренцию. Самая низкая конкуренция. Всех же убивают, а вы живые. Все. Класс. Нашли позитив. В нашій країні. Вже просто зараз український бізнес наймає на роботу високооплачуваних, низькокваліфікованих працівників. Тому що у нас були і залишаються великі проблеми з освітою. Тому смотрите, вот это вот тут зря, конечно, по поводу образования и по поводу, что у нас сейчас нанимают на работу высокооплачиваемых, низкоквалифицированных работников. Вот мы, украинцы, все дружно в 2019 году наняли на работу, на очень высокооплачиваемую работу, не очень образованного человека, который не знал, что есть такое волынская резня, ему Дуда потом рассказал. Да? То так рассказывал, тут ничего не понял, он возьми и введи у себя в Польше День памяти про волынскую резню, нормально. То есть, ну, а что, он юрист, знает многое там из юриспруденции. Да не, он в КВН всю жизнь играл, там, хихоньки-хахоньки, но, правда, если верить Арахамии, духовитый был, то есть подходил и бил в морду главного, потому что как еще выжить было в большом индустриальном развитом, при Советском Союзе развитом Кривом Роге и Кривбасе, маленькому, низенькому, щупленькому еврейскому мальчику. Надо было идти к главарю и бить в морду, и все тогда его уважали. Ну, это вот так Арахамия, по крайней мере, в фильме BBC рассказал. То есть мы теперь за очень большие деньги очень низкоквалифицированных людей нанимаем. Тут, в принципе, он прав в этой связи. Но другое дело, что он имел в виду, что у нас, грубо говоря, там дворнику больше платят, чем где-то в другом месте, потому что там человека обычной такой, ну, рабочей специальности, ну, тяжело найти. Он, наверное, это имел в виду. А получилось, ерунду сказал. Плохо по президенту. ваш шанс, маючи добрі знання і маючи певний досвід, а ще якщо ви знаєте одну з мов міжнародного спілкування. А это какую? Язык международного общения. Это какой? Ну, английский, понятно, да.
Ну, это же он одну просит. А еще какой есть язык международного общения? Какой язык международного общения, официально признанный там, язык ООН, запрещают направо и налево? Не язык Путина, а язык международного общения запрещают. Повірте, вам гарантовано в Україні працевлаштування за хороші гроші. У ваших батьків, близьких. И смотрите, девочки стоят, ну какие-то там первокурсницы, школьницы, глянь такие. Ну, это такой так, первый курс. Там мальчики тоже, смотрите, такие юноши, тоже вчерашние школьники. Ну, какой-то мальчик с бородой, наверное, уклоист. Такая густая борода не растет в первом курсе, наверное. Хотя разные бывают сейчас. Но смотрите, какая милая картина. Смотрите, как они на него смотрят. Как на... Ты наш Прометей, предводитель наш. Орден Притули надо видавати, смотрите. Рідних, родичів, не знаю, колегів. Може бути своє уявлення про життя за кордоном. Я там жив, і я повернувся в кінці 2000 року з Лондону, а мої друзі там залишилися. І вони витратили дуже багато років для того, щоб досягнути того рівня матеріальних статків, місця в суспільстві, про які вони мріяли. Тут ви це зробите кратно швидше. Поняли? Студентики, вы здесь значительно быстрее подыметесь. Вообще вот эта лестница, конечно, ну это же тоже предвыборное обещание Зеленского, когда он приходил, что будет возможности, там, молодым везде у нас дорога, вот это все. Но вы понимаете, какой цинизм? Эти уехали, эти на оккупированной территории, ну и тут убивают каждый день, поэтому в будущем у вас все будет хорошо. Низкая конкуренция. Меньше народу, больше кислороду. Как бы цинично это ни звучало. Ну, а пока, конечно, какой у нас бизнес в Украине, который там нанимает на работу? Ну, как какой? Да вот примерно вот такой вот и бизнес. Вот, пожалуйста, столица. Накрыли колл-центр, который, ну, в общем, специализировался на том, чтобы турецких граждан окручивать в Киеве. И эти там миграционка приехала, там все, силовики, и они быстренько хомыль через балкон по парапетику, вот это все, ну, подол, судя по всему, да, то есть вот так вот раз, там через балкончик, бегом. Колл-центр, который специализировался, ну, на турецких гражданах. Вот это перспектива поработать. В колл-центре хорошая перспектива. А они сидят, смотрят, у вас будут знания, у вас будут все, возможности, конкуренция. Да. Ну, или как Гетманцев пропагандирует OnlyFans, или как вот колл-центры. Нормальные возможности. Все как бы есть, все хорошо. Зато, если ты на русском говоришь, то тогда нет. Язык международного общения русский, у нас не язык международного общения в Украине, нет. Это мова агрессора. Более того, девки даже не дають. Він мені сказав, що, знаєш, я україномовний тільки з тобою на роботі. 80% мого життя я рускоязичний. І з друзями за сусіднім столиком я говорю по-русски. Ми через це сильно посварилися, я сказала, що у нас більше немає майбутнього. Поняли? Значит, тут говорит, что вообще я в жизни 80% русскоязычный. Это я так, там, на работе, там, туда-сюда. Мы очень сильно поссорились из-за этого. И потом я сказал, у нас не будет будущего. Мы должны расстаться. Понимаете? Не устроил москворотый парень. Поцелуй москворотого. Ой, фу, вы что? Вот это пропагандирует. Вот это там... Ну, чтобы конкуренции меньше было. Конечно. Чтобы было меньше конкуренции. Ну и вот традиционный на эту же тему опрос на улицах Львова, который тоже... Вообще нормальный город, и люди там нормальные. Но вот когда видят вот это, помните, как эти были кролики, Моисеенко и Данилец, где они сейчас, кстати, интересно. Вот это у них была миниатюра, вот это микрофон, и все, вот это, оп, и они вот это, как бы, сразу на украинском. И на вопросы также отвечают, на улицах Львова.
Великий Львів. На вашу думку, чи потрібно, наприклад, адміністрації закладу відмовляти в обслуговуванні російськомовним? Я думаю, сьогодні треба. Сегодня надо. Завтра посмотрю, а сегодня надо. Надо отказывать в обслуживании, если пришел человек и хочет у тебя купить услугу по-русски. Ну, там обо всем идет речь. Вот пришел ты там, например, ну, не знаю, там, окна вставить. Шахеды ж летят, герани, вот это все там сбивает ПВО, обломки падают, все, окно вылетело. Ты приходишь в контору и говоришь: ребята, я хочу вставить окно, вот размеры, там, пожалуйста. А тебе так смотрят на тебя и говорят: не, мы тебе отказываем, ты хорошо к нам пришел, да, с деньгами, да, но сделал это без уважения, по-русски. Відмовляти російськомовним у Львові, а можливо і у всіх інших містах. Тому що мова – це наша зброя в якійсь мірі. Тому... Подождите, я запутался. Говорит, мова – це наша зброя. Типа, украинский язык – это наше оружие, украинцев. Окей. Так украинский язык – наше оружие? Или русский язык – это оружие Путина? И вообще, почему язык – это оружие? Вот это, кстати, такой очень интересный вопрос. В смысле оружие? То есть для украинцев украинский язык оружие. А русский язык оружие для... Вообще не стыкуются эти понятия. Це так. У Львові чути російську мову якось незвично, але я її чую на кожному кроці, на жаль. О, Господи, это ужас. Как так? На каждом... Ходит, значит, вооружилась своим языком украинским и слышит русский язык. Может чудиться. Алло, СБУ. Хожу по Львову, слышу везде русскую речь. Как так? От сьогодні. Але не знаю. Мабуть, толерантність наша буде, може, потім, а зараз краще так. Толерантность потом. А сейчас лучше так. Ну и апогей сегодняшней толерантности, конечно. Это, конечно, нечто. Это, конечно, нечто. Ну, сложно каким-то образом это все обсудить, но давайте попробуем. Потому что то, что произошло сегодня, это выходит за все пределы каких-либо там толерантностей, какой-то, ну, вообще какого-то... Киевское метро, собственно. Значит, Киевское метро, вот, собственно, вот это вот такая вот вещь и происходит. Значит, это как бы это вот свидетельство, ну это я свое мнение выскажу, вы напишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Это свидетельство национального позора, гниения и измельчания всех этих присмыкающихся перед вот этой модой и перед Зеленским в том числе. Это позор, то, что произошло. Значит, понятное дело, что, в общем, женщина эта, да, которая огребла от этих, ну там, парней, мужчин, хотя язык не поворачивается их назвать мужчинами, якобы, этого нет на видео, но она якобы сказала там слава Путину, а украинцы там что-то такие-сякие, ну какие-то пропутинские вещи, пророссийские говорила. Причем до конца непонятно, пропутинские она говорила вещи, или они достаточно патриотичные вещи. Там был возглас, так, она пьяна, ну, что ж вы это делаете? Потому что это какой-то такой по пьяни, что-то непонятная история на самом деле. Больше всего, и почему я настолько резок в этих оценках, это люди, которые вокруг.
Вот элементарные люди. Какая-то там, ну ладно, там одна какая-то женщина, там какие-то женщины уже в возрасте чего-то кричат, говорят, что ж вы делаете? Ну так, ты здоровый бугай, она ж там какая-то женщина, что это такое? А остальные кто-то снимает на телефон, кто-то подхихикивает, кто-то кричит, выброси ее вообще, на ходу давай ее выброси из поезда. Кто-то еще там что-то подтрунивают, пританцовывая. На этом, ну просто апокалиптическом позоре. Позоре людскому. Что бы кто ни сказал, но вот это допускать нельзя. Распускать руки нельзя. Это исключительно, ну тем более, когда есть мужчина, да, и женщина. Ну не понравилось тебе, ну что-то вы там с ней не поделили. Ну матом ее угни. Ну там, не знаю, ну еще что-то. Ну все, ну как это возможно? И все остальные мужики, или будущие мужики, или полумужики, которые там стояли и отворачивали свои пятаки в сторонку, чтоб, не дай бог, там не быть причастным, что это не со мной. А это с вами все происходит. С вот этим вагоном метро, с вот этими людьми, которые просто топтались и мялись, когда это все, когда это все совершается. И там не важно, кто это сделал. Там военный, бывший, прошлый, нынешний, по гражданке, ультрапатриот, какой-то там. Это позор. Ударить женщину прилюдно – это позор. Нет, полиция сообщила, что разбирается. Полиция, наверное, разберется. Выкатят какую-то там бумагу, что там кого-то, может, найдут. Какой-то там что-то оштрафуют, хулиганку выпишет и так далее. Кто бы что ни сказал, кто бы как ни посмотрел, это исключительно моральное падение. При полном попустительстве и склонившихся гривах вот этих людей, которые называют себя гражданами. Кто захочет жить в этой стране, где прямо у тебя на глазах вот это происходит? Нет, мне, конечно, сейчас начнут говорить, что вот смотрите, вот Европа, да, в Европе тоже ведь ходят, там мигранты пристают, все как-то воротят нос, делают вид, что не замечают. Ну вот, например, в английском сегодня городе вспыхнули протесты. Там один из мигрантов, ну, как бы надругался над девушкой. Собралось очень много людей. Они начали, как бы, ну, полиция решила всех успокоить, въехала в толпу, там сбила журналиста, который это все освещал. В Испании какие-то марокканцы побили какого-то деда. Все, вся молодежь испанская встала и начинают по всей Испании лупить этих марокканцев, искать их, находить. И неважно, там, в каком-то кто городе и так далее. Это запускает страшные вообще вещи, страшнейшие вещи в стране, в которой и так разорвана. Вот такие случаи – это катализатор. Хотя, что говорить, когда президент позволяет себе с трибуны, ну вот, например, то, что он позволяет говорить про героев и там гнать на фронт Гончаренко. Гончаренко можно гнать на фронт, а вот этого Гурина, это его свято, он служит родине. Может, не тому кому-то мы служим, раз позволяем мужчине ударить прилюдно, да, что бы она ни сказала, в каком бы состоянии она ни была. Напишите, пожалуйста, что вы думаете в комментариях по этому поводу, потому что это действительно такой очень триггерный момент прям дня сегодняшнего, и ты начинаешь анализировать, а куда делась общественная мораль, куда делись какие-то понятия, какие-то, не знаю, книжки, или их уже вообще никто не помнит. Или что у нас? Или у нас, я не знаю, а может у нас уже все эти, как бы такие какие-то, не знаю, в мусульманском такого нет мире, ну в таком проявлении, то есть, да, там на улице просто кто-то что-то, не знаю, там
страхе рассказывают про Афганистан, да, там, про их порядки. Ну ничего, уже туда съездили, там ряд блогеров, мне попадалось несколько фильмов, кто-то из России съездил, какие-то там заграничные блогеры фильмы снимали, показывают, смотрят, ну да, там чего-то где-то, ну там ну, нет такого, там это уже получается хуже, чем там. Путина кто-то... Так, если она даже стала бы и сказала, я люблю Путина посреди метро. Все посмотрели и сказали, ну дура, все, едем дальше. Но вот этого позволять нельзя. Это самоуничтожение. Самоуничтожение. А дальше кого? Детей будем лупить? Или кого? Стариков? Дно пробито. Общественное. Но зато украинцы же лучшие боксеры. Последняя состоялась битва взглядов Усика и Дюбуа. Матч-реванш будет 19 числа, то есть завтра, там поздно ночью. Усик легче Дюбуа на 7,5 килограммов. Разные там аналитики. Ну, я уже давно не в спортивной журналистике, был когда-то, да, но немножко в боксе, вообще футбол, но, в общем, все думают, что Усик проиграет этот бой. Не хотелось бы не потому, что там заслуживает, не заслуживает, все-таки вот этот матч-реванш, ну, Дюбуа сильно напыщенный боец, именно по спортивным причинам не хотелось бы, все-таки, может, все-таки Усик интереснее как боксер. Но все-таки считается, что в экспертных кругах, что там этот реванш, там Усик проиграет. Ну, по крайней мере, такие прогнозы дают. Посмотрим, поживем, увидим, но боксировать надо на ринге, а не в вагонах метро. Это точно. Ну, еще две таких картины дня, на которых я хотел бы остановиться. Ну, буквально очень коротко. Значит, первое, это я упоминал в эфире, сегодня уже в прямом эфире, это вот состояние Европы, от которой мы ждем помощи. Значит, ситуация с Audi автомобилями. Хочу вам одно видосик показать. Это все новые машины, нулевые. Все. И вот там еще, чтобы вы понимали, это количество такой машин. Эти все машины пойдут под пресс. Это не проданные машины, нулевые Audi с 0 пробегом. Все пойдут под пресс. Как вам такой видосик? Эти машины пойдут на пресс только потому, что они никому не нужны, их никто не покупает по тем ценам, которые они выставляют. В том числе и потому, что там пошлины, и потому, что Трампа, да, и экономические проблемы, и, конечно же, Европа, которая, так сказать, ну она же... ей же лучше стало жить, да? Они же их выпустили в таком количестве Audi, нулячие, новые, без пробега. С каким расчетом? С расчетом, что будет рынок, да? А рынка нет. Нет. Ну, то есть российского нет, там, понятно, там внутренний, он не требует такого обновления. Американские все поняли, да, что с приходом Трампа случилось. Ну, их закладывали и как бы произвели. А их можно было реализовать. И в нормальной практике обычного человека их, конечно же, можно было загнать по дешевке. Ну, вот, например, да, хотя бы там по себестоимости или что-то где-то, ну, чтобы вообще не давить. Но выгоднее все-таки раздавить, потому что услуги пресса дешевле, чем глобальные потери от того, чтобы их сбагрить подешевле. Что это за потери, скажете вы? Так хоть какую-то копейку выручит? Тогда Audi сегмента выше, Audi, вообще все Audi, которые уже выпущены, будут выпущены, все вот эти машины, сразу упадут в цене. И убыток будет колоссальнейший. Поэтому не распродали, проще топку. Абсолютно новая машина. Это вот маленький штрих к портрету экономики, которая нам вот собирается помогать. Ну и по поводу Америки. В Алабаме увидели чудо.
blessed Jesus. Look at that. Honey? Yeah. They're deeper in the clouds. It's so hard to look at. Pastor, they're real clear in here. Look. Yeah, you can see them, can't you? Look at that. Yeah. Hallelujah. You have to put that on Facebook so we can all get it. I'm going to. I definitely am. Praise you, Jesus. Oh, I've never seen nothing like it in my life. Praise God. Look way over yonder, and what do you think I seen? I See a band of angels, Lord, they're Ну и начали петь. Сами судите, хороший знак для Америки или не очень. Но то, что выглядит это, конечно, как чудо света, это безусловно. Ну и, конечно, очень рад буду почитать комментарии скептиков, которые скажут, да, понятно, это все там подсветили, там чего-то где-то, вот это все. Ну, людей, которые не верят в чудо. Я в чудо верю и очень надеюсь, что оно поможет, оно существует. И даже из беспросветного днища удастся выглянуть, высунуть не просто нос, а вынырнуть даже в этой беспросветной войне, которая не просто убивает на поле боя, не просто выносит мозги напрочь, и моральные устои тоже, но и человеческие жизни и судьбы, но все-таки есть какая-то надежда. И даже если это неправда, то, что в Алабаме сегодня тиражировали, все равно пускай будет правда. Пишите, что думаете в комментариях. Очень интересно будет прочесть ваше мнение. Значит, всем благодарен за то, что вы пишете. Значит, всем большое спасибо за то, что поддерживаете и разговор, и все. Вот просто заглянул сейчас в предложку. Давайте оттуда из колобок, куда мы катимся. Оксана. Уважаемый Александр, мы все, к сожалению, имеем честь давно наблюдать за поведением президента Украины Зеленского. Не одна я многократно замечаю его неуважительное поведение в отношении к своим согражданам, а иногда и представителям других государств. Когда это смотрю, вспоминаю описание из повести «Бабий Яр» Кузнецова, где он описывал немцев, оккупировавших Киев, и их семьи. Так вот, немцы и их дети-гувернантки могли спокойно при украинцах ковырять в носу, ходить по нужде, тем самым показывая, что не считают их за равных. Так как нам все понимать такое хамское поведение, как нам всем понимать такое хамское поведение первого лица страны, неужели нет никого в его окружении, кто бы мог дать ему элементарные уроки этики? Что вы думаете по этому вопросу? Спасибо, Оксана, за этот вопрос. Я считаю, я просто уверен, и более чем уверен, что, во-первых, Горбатова могила исправит, это во-первых. Во-вторых, вы правы. Это же там перед королем. Слушайте, а вообще это, кстати, вот это очень интересное наблюдение. Я с вами хочу прям согласиться. Это же человек, которого принимали все королевские семьи европейские. При дворе он был, ручкался, там, Папа Римский. Вот это все. Такого уровня человек. Понимаете? Такого уровня человек. А со своими можно типа попроще, типа руба как парень, да? А там немножко там соблюдать хоть что-то. Да хотя и там прорывается, тоже не пойми что. Тут не поможет человек в окружении, понимаете? Потому что этому нужно хотеть учиться. Этому нужно хотеть соответствовать. Этому нужно стараться это делать. И зачем ему стараться? Он уже великий. Он уже там все. Уровень ЧСВ шкалит. Не надо стараться. А тем более уже перед там своими там какими-то Гончаренками, какими-то там, не знаю, депутатиками, какими-то простыми людьми. Нет, это все уже, все. Там королевский двор, вот там можно расшаркаться. Трампу поклониться низко. Это очень хорошее наблюдение. И люди не помогут, потому что таких людей нет, которые могли бы подойти и сказать, значит, здесь веди себя вот так, вот так, вот так и вот так. Потому что вот так и вот так это правильно. По отношению там,
к зарубежным или к своим. Потому что все вот эти политтехнологи, все вот эти там, да и вот эти даже вот там Умеровы, вот эти перетасованные кровати, там Свириденки и так далее. Я вам скажу страшную вещь. По уровню знаний и компетенций они же лучше его. Лучше. И Ермака, и его, они лучше. И там можно по-всякому это Свириденку к ней относиться, там, да, ну, понятно, там бухгалтерские курсы какие-то Милованова заканчивала, там это при Киевской школе экономики, бэкграунд. Не-не, смотрите, знаний больше. Вот объективно, всего знаний больше у Свириденко. Объективно. Там, у каких-то других там людей. Причем, пускай они там какие-то вообще не профессионалы, не того полета люди, но у них даже больше знаний, чем у Зеленского. Но подбирается же как? Чтоб, не дай бог, никто не был выше, умнее, перспективнее. Нужны верные, а не умные. Нужны обязанные. Ну, вот такие нужны. Поэтому и сказать некому. И вот в этом большая проблема. Когда все на задних лапках, никто не даст мудрый совет. Как себя вести, а как нет. Поэтому, да, это вы правы, очень хорошее наблюдение. Прям потрясающее наблюдение, я бы сказал, с вашей стороны. Значит, всем, друзья, большое спасибо за то, что пишете в чат трансляции. Вот он у нас уже понесся. Если есть что обсудить или какие-то вопросы, то, пожалуйста. Значит, нельзя, чтобы умнее Ермака-то. Нет, Ермака хитрее, не умнее. Умнее можно Ермака. Хитрее или выдающееся. Сандра, Саша, яка ваша думка? Трамп, Путін, всі зустрінуться у вересні, домовляться за заморозку війни. Як бачите мобілізацію, військовий стан, ТЦК, навіть якщо домовляться, будуть кошмарити і далі людей. Смотрите, я думаю, вот как. Не будут кошмарить людей. Ну или как, будут, но уже не так. Во-первых, шанс есть, что договорятся. Но они договорятся все-таки об общем контуре. И будут его пускать в реализацию. Зеленский побрыкается, поэтому, в общем, вот эти конвульсии режима Зеленского будут бить еще очень серьезно по простым людям. Никого не будут выпускать за границу, никого, собственно, там вот это все... Опять, ну, смотрите, как спустить пар по мобилизации, это все прикрывается, вот эта лавочка с бусификацией, но всем впаиваются штрафы. Ну, вот такие дикие штрафы. Ну, вот так. До 5 числа, то, что проголосовано уже до 5 ноября, вот это все будет продолжаться. Железобетонно. То есть до 5 ноября они не будут отменять заранее, даже при условии гипотетически, что Путин, Си и Трамп встретятся в Пекине и обо всем договорятся. Все равно там будет какой-то процесс, и это как раз-таки вот до 5 ноября, в общем, с людей не слезут. А потом будут как бы по чуть-чуть, потихонечку приоткрывать вот эти все там окошки, там то для выезда, то еще для чего-то. То есть там будут ловить, штрафовать сильно. Ну, сроки не будут давать там за... Ну, штрафовать будут на крупные суммы. Но я думаю, что до конца года должна война закончиться. Ну, я так думаю, не знаю. И пускай там вот эти все... Вояки там говорят, вот, скоро же перемирие, всех там будут это типа расхолаживать. Нет. Мысли о перемирии, о мире, об окончании войны – это не пелена. Войны пелена. Вот что самое страшное. Какая самая страшная пелена перед глазами. Ну, мне так кажется, по крайней мере. Александр, где Макс Назаров, что слышно? Не знаю, где Макс Назаров, честно. Ну, как на свободе, имеется в виду, не в СИЗО, да, понятно, там, наверное, личные обязательства и так далее, ну, понятно, и это справедливо, что как бы в паблик со своими там какими-то работами он уже не выходит, выйдет после уже уголовного дела, а вы знаете, сколько могут длиться вот эти дела и вот эти все разбирательства. В это время, понятное дело, что его ну, какая-то публичность ограничена. Несмотря на то, что, слава богу, там собрали деньги, внесли залог, и он не чалится в
в СИЗО, где может оказаться вообще любой при этой системе власти. Так, где Шабанов? Не знаю, видел в ТикТоке его, он активно вещает, Шабанова. Пожалуйста, переходите. Саша, спасибо за выпуск, спасибо вам большое. Александр, у нас тупиология. Да, тупиология. Значит, так. Смотрю и слушаю Изофин. Почему не приглашаете российских журналистов? Ну, смотря какие вам нравятся российские журналисты. Отдельно какие-то были представители из России тоже, почему нет? Ну, там тоже ведь такой момент. Тут же тоже это свой среди чужих, чужой среди своих, то есть везде. То есть в России, понятное дело, там выходить на паблик, это ж иноагент, а там, ну, действительно, там все тоже гаечки закручивают. Вот эти все законопроекты, что там что-то вбиваешь, это твой экстремистский запрос, или там, если ты совершил преступление, а у тебя есть VPN, или при помощи VPN, это отягчающая, ну, вот эта история. А если ты VPN отрекламировал, то, ой, все, ты что, беда, просто тебе беда, тоже какие-то там штрафы конские. И поэтому вот этот статус иноагента, понятное дело, там каких-то плюс-минус здравомыслящих не в фарватере, или как не совсем в фарватере власти находящихся, умеющих, это можно еще в России делать, думать по-другому, считать по-другому, говорить, решают не связываться, потому что это формальный повод к ним прицепиться. Поэтому вот такая история с российскими журналистами. Хотя есть исключения, вы это видите на моем канале. С украинскими, ну, ровно то же самое, но наоборот. Поэтому вот как-то так шумим вместе. Значит, Саня, что ты думаешь, а не думаешь, что мы расплачиваемся за развал СССР? Возможно, за похабный развал СССР. Возможно, мы все расплачиваемся. Причем и Грузия, с этим их Шеварднадзе вот этим, да, и вот эта вся история там с Арменией, Азербайджаном. Ну вот если так посмотреть до дистанции 25-30 лет, то, возможно, вы правы, да. Просто украинец. Американский журналист Сеймур Херш заявил, что Залужный может сменить Зеленского в ближайшие месяцы, если Трамп примет решение об изгнании Зеленского. Просто украинец. Я вам так хочу сказать, даже такую страшную мысль. Только не подумайте, не увлечите меня в симпатиях к Залужному. Ни в коем случае. Ни в коем случае. Кому Залужному нет. Но я думаю, что это был бы неплохой вариант. Ну как, это был бы не лучший вариант. Лучший вообще сложно придумать в этой ситуации. Но лучше, чем условно консервирование и вот именно Зеленского. Вот лучше. Потому что это будет как бы, ну, новая легитимность, новый человек, шанс на новые условия, причем от той же России, и как бы новый кредит доверия, который можно потратить на то, чтобы снять вот это все напряжение, которое оставил после себя Зеленский, и дальше выруливать уже в нормальном русле, сохранив какую-то часть страны и, ну, вот, двигаться в нормальном здравом направлении. Не так, как вот это вот сегодня, там прыгали, вот ЕС, Мерц вышел, сказал, никаких ЕС. То есть, ну, потому что, смотрите, мы же знаем Залужного как кого? Как посла Зеленского, как там главкома, который не может вам ничего сказать другого. А тут он будет как политик, друг Кивалова, небезызвестного в том числе, да, который там с одесситами, да, потому что учился там, который, в принципе, нормально относятся к нему военные. То есть это может быть какой-то такой, опять-таки, порошенковцы те же, да, обиженные режимом, будут же рвать и метать, чтобы порвать остатки зеленых, когда там сменится власть. Он тут будет компенсатором. То есть Залужный может быть таким фигурой-компенсатором. То есть абсолютно вот нейтралитет может ему подойти. Я не говорю, что он там его изберет, но он может ему подойти. То есть все думали, помните раньше, что Разумков классная кандидатура для того, чтобы там он такой вроде продуманный, там его обидели, выгнали с поста спикера, там поменяли.
Но потом, когда выходит Залужный, какую-то там такую задвигает дичь про мобилизацию. Про мобилизацию 61-летних, о том, как мы там чего-то. Или выходит там, говорит, мы там добились того-то, того-то. Хотя там вообще, ну, тут как бы, вот извините, Разумков как бы потерялся последнее время со своими заявлениями. А вот именно образ, плюс еще это ореол загадочности, мол, это ж он был таким военным, это он типа такой посол, а какой же он будет там, президент, политик. То есть это всегда поле для маневра и шансы. Я рассматриваю это не с точки зрения там, отношения, а с точки зрения ситуации и шансов. И всем советую. Дает это шансы на мир? Если дает, тогда почему бы этого не делать? Потому что вы видите, что ничего не делается. Даже вот прямой шанс на мир, переговоры пролюбили. Вот так. Саша, что вы скажете об идее на месте Украины построить Израиль? Ой, господи. Не, ну, конечно, теория такая специфическая. Но смотрите, в чем еще такая. Вот это очень, кстати, тоже нужно понимать. Чем привлекательны вот эти все теории? Тем, что это тоже, там есть только часть правды. Ну, вот часть правды. Опять-таки, я не помню, как украинец, вот честно, вот я вспоминаю, там, сколько прожил в Украине, да, подростковый там возраст, ну, там детский-то мало интересовался этими всеми вещами, ну, там подросток, студенчество, там дальше. Я не помню, когда у нас раввины были в какой-то такой вот прям части. О, это раввин. О, типа. Ну, раввин и раввин. А тут вот что-то вот произошло. Просто смотрите, вот эти все планы и вот эта вот идея сама по себе, как и многие другие идеи, там, типа называющиеся конспирологическими, они как бы работают как коньяк. Да? Чем старше, короче, на выдержке. Выдержка важна. То есть их надо выдержать. А потом просто в один прекрасный момент станет вот так раз, и мы такие просыпаемся, оглядываемся, а уже вот она новая реальность. И получается, о чем там юродивые, какие-то прокаженные, какие-то непонятные говорили раньше, оказывается, вот оно уже пришло. Но оно это идет как это, степ-бай-степ, маленькими шажками, маленькими. Поэтому я ее не отвергаю, вот эту идею, вот эту теорию. Так, Саша, спасибо. Щелин, Бондаренко, когда? Подумаем, когда. Там немножко изменились графики у Павла Щелина. Ну, я думаю, что что-нибудь придумаем. Введу серьезные переговоры с его помощниками о том, чтобы... Ну, будет реже немножко, но будет. То есть отказа никакого нет. Есть просто там много других забот у Павла Щелина, причем таких очень аналитических, хороших трудов. Давайте ему пожелаем удачи в написании книги и других работ. Это действительно стоящие вещи. Поэтому, ну, все-таки я как бы... Наши с вами, да, вот эти как бы общения я буду лоббировать как могу. Верьте мне. И это делаю. Поэтому думаю, что будет. В какой-то обозримом будущем мы встретимся обязательно. Но, опять-таки, это объективные причины загруженности и занятости и новыми там, проектами, и творческими в том числе Павла Александровича. Он молодец. Значит, так. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Так. Вопрос, Александр, как вы относитесь к высказыванию Старикова, что война закончилась еще в мае этого года? Ну, смотрите, ну, это его умозаключение. Ну, вот так вот он так видит. Он же не просто там военный эксперт, он военный философ. Философ имеет там под собой определенное творчество, это творчество мысли. Ну, закончилась война. То, что сейчас происходит, по его мнению, это уже не война, там, а довоевывание, например, почему бы и нет. Где-то он может быть прав. Но, смотрите, опять-таки, ведь это тоже как бы право на мнение. Давайте вот с ним не согласимся. Или наоборот, давайте согласимся. Выслушаем аргументацию.
Но очень бы хотелось, да, чтобы он был прав. Так, значит, все власти из Средней Азии нам в Россию сейчас сплавляют свой криминалитет. Так кто виноват, власти или народы этих стран? Ну, а почему сплавляют? А почему вы принимаете криминалитет? Не принимайте криминалитет. Ну, тут как бы власти, народы этих стран. Народ, смотрите, народ к криминалитету никакого отношения не имеет. Ну, только специфика. Криминалитет – это криминалитет. Национальность или народность – это специфика того или иного криминалитета, разные традиции. Но суть криминалитета одна и та же. С ним что надо делать? Нормальному государству бороться. Правильно? А если там есть, или как-то там курировать, контролировать. Тут как бы дело не в том, что Средняя это Азия или какая-то еще другая. Есть очень много, сейчас вот, например, в Европе все в шоке от украинской мафии. Ну, потому что повыезжали, там же разные повыезжали, да, европейцы. В шоке, и это уже есть. Поэтому тут дело не в народе. Не обижайте народы. Так, Виктория Бзыкова. Шелест, доброй ночи. Вам не кажется, что Зеленский играет на стороне России? Иначе как можно назвать? Просто занимается расчленением Украины. Есть такая теория. Значит, я ее слышал, и поэтому есть вот определенная выгода от его пребывания, некомпетентного пребывания власти. Но если все это... Ну, смотрите, ровно эта некомпетентность выгодна в конце войны. Объясню почему. Потому что компетентным был, закончил войну на каких-то более-менее нормальных условиях. А тут есть шанс, что он, конечно, там побрыкается, что не закончит, и сейчас это делает. Но когда закончит, будет очень, очень выгодно в пользу там, то ли Трампа, то ли Путина и Трампа. И Европе еще достанется. Всем как бы, всем достанется. И все используют эту некомпетентность, понимаете? Все используют. Поэтому он сейчас у руля, так сказать. Друзья, всем большое спасибо за то, что мы провели этот вечер вместе. Опять, да, хотелось емко, коротко, 2 часа, ну как ни крути. Тем не менее, благодарен всем за лайк, за поддержку, за хороший и добрый комментарий. Увидимся обязательно. Всем добра и света. Хорошо пошумели.